мы видим, что в зоне от апекса до кончика отсутствует волосковое покрытие, то есть обильное оно в начале, короче, плотнее, не такие разряженные и строго горизонтальные. Когда я работаю в верхних плоскостях, сейчас нет вот этих вот запятых тоненьких, да, сейчас нет татуажа практически, все хотят натуральное и естественное. То есть если мы его слишком опустим, и он будет смотреть вот куда-то вниз уха, да, вот туда, это уже будет грустный взгляд, это уже будет неправильный эскиз. Мы не можем бровь сделать начало здесь именно по разрезу. Толкающий, выталкивающий, то есть заталкивающий, выталкивающий, фиксирующий и опорный, а этот у нас на отдыхе. Невероятное, даже смешать минерал с органикой. Представляете, хотя на самом деле этого делать у других брендов нельзя. Отталкиваясь от моей разметки, понятно, да, что вот эта часть должна быть самая светлая. Ну, логично, что здесь нужно проработать первым оттенком, а дальше мы идем вторым. Поэтому, если я пройду первый проход минералами светлым оттенком, мне будет очень трудно увидеть остаток. Добрый день, меня зовут Юлия Донченко, и я рада приветствовать вас на канале Hanafi Colors Pigments. Сегодня я покажу вам, как работать минеральными пигментами в зоне бровей, как создать красивое пудровое напыление именно на данном составе. Я мастер, тренер, спикер и судья международного уровня. У меня своя академия в городе Краснодаре. Также я являюсь наставником по перманентному макияжу среди действующих мастеров, которые хотят стать тренерами, и готовлю их к данному пути. Помимо этого подготавливаю мастеров к выступлению на чемпионатах и всегда стараюсь делиться своими секретами с учениками. Прежде чем начать отрисовывать эскиз, мне хотелось бы показать вам исходник без эскиза и дать понять, где же нужно заполнить именно архитектурой, да, где нужно воссоздать форму. Мы видим, что в зоне от апекса до кончика отсутствует волосковое покрытие, то есть обильное оно в начале и отсутствует сильно обильно в конце. Но на этой бровке еще окей, а здесь, конечно, прям присутствует небольшая такая аллопеция. Вот в верхней части, в этой части нам придется воссоздавать форму. Также нужно откорректировать вот эту часть, удалить это все дело и красивенько создать по морфологическому строению подходящую форму бровей для данного типа лица. Ну что, приступим к эскизу. Я отрисовываю карандашом, линейкой, ручкой и также могу отрисовывать эскиз кистями с разными срезами. Это косой срез и прямой срез и белой пастой. В предыдущем видео, которое тоже присутствует на канале Hanafi, есть уже один видеоурок, тоже с бровями. Я там работаю на органике и показываю возможность построения эскиза именно карандашом, линейкой. И вы можете сравнить эти варианты и выбрать более вам подходящий. Так, ну что, теперь мне нужно поднять модель и приступить к отрисовке эскиза. Сейчас мы приступим к построению эскиза. И здесь очень важно обратить внимание на форму лица, потому что от этого зависит, какую форму бровей мы подберем. Существуют разные формы. Это ромб, квадрат, овал. В общем, их очень много. И согласно каждому морфологическому строению лица нужно подбирать подходящую форму бровей. Но не нужно забывать, что очень часто есть индивидуальные пожелания клиента, и вы обязаны предложить определенную форму, а клиент уже выбирает сам то, что ему нравится, потому что ему с этим ходить и ему смотреть на себя в отражении. У нас форма, наверное, больше имеет отношение все-таки к смешанной форме. Здесь у нас есть небольшие выраженные скулки, но это нельзя назвать квадратом. У нас есть выраженный подбородочек, что дает нам право сказать, что это все-таки ближе к овалу и, наверное, к ромбу. Ромбовидный, овальный, вот такой вот формат лица. Согласно данному формату мы будем подбирать именно форму по бровям. Но здесь тоже есть важный момент. Форма может быть одна, а исходник именно в бровях, он у нас может не позволять определенную форму согласно определенному строению. Поэтому мы делаем упор больше не на форму, а все-таки на исходник именно бровный. Если бы брови были более густые, вот в данных частях, где присутствует аллопеция, от апекса до кончика, мы бы позволили себе более изогнутую форму и вытянутую, не явную, не широкую однозначно, потому что по данному строению широкие формы не подходят. А так как у нас исходник
в принципе, позволяет сделать что-то среднее между вытянутой и полукруглой формой. И, кстати, на сегодняшний день это является все-таки модным трендом, потому что сейчас нет вот этих вот запятых тоненьких, да, сейчас нет татуажа практически, все хотят натуральное и естественное. Данный формат мы и будем воссоздавать на лице нашей модели. Итак, я беру линейку, кисти и пасту. Первоначально что мы делаем? Конечно же, мы должны найти опорную центральную точку. И у нас линеечка. Почему мне нравятся вот такие линейки? Потому что на ней сразу четко, ясно и понятно, где будет начало вот этих бровок, да, начало, где середина. Всегда ставим середину. Я эту серединку себе пометила, ровненько отрисовала. Вот я вижу опорную точку. От нее уже я могу отталкиваться к началу головки. Начало головки мы тоже должны всегда замерять по душечкам носика, да, по внешним сторонам. Но носик у всех разный. Часто он может быть сделан операбельно, часто он может не соответствовать вот этому началу. Поэтому я в основном сюда практически не обращаю внимания. У меня есть понимание, что есть начало разреза глаз, и я больше опираюсь на данный именно аспект, но не на кончик носа. Начало глазика у нас чуть-чуть всегда дальше. Мы не можем бровь сделать начало здесь именно по разрезу. Всегда на несколько сантиметриков именно по специальной разметной линейке мы должны смещаться в центр, чтобы если мы слишком далеко сделаем начало и перещипаем, это сразу будет потерянный взгляд и широкая вот эта вот именно часть носика, лобная, что сделает просто лицо как у рыбки, и мы испортим внешний вид человека, потому что брови это 50% красоты лица, ну будем откровенны. Когда мы поставили основополагающую разметочную линию, от нее мы замеряем, насколько далеко находятся остальные опорные точки. И я вижу, что вот здесь она чуть-чуть смещена, я ее чуть-чуть смещаю в бок, согласно разметке по линеечке. Теперь что мы делаем? От кончика носика по разрезу нижнего века, по разрезу глазика проводим опорную линию следующую. Чуть-чуть надавили, она у нас осталась, мы потом ее замеряем и сравним. Просто вот одним движением руки. Дальше от носика по разрезу глазика опять опорную поставили. И линия у нас также готова. Теперь нам нужно найти апекс. Как мы находим апекс? Просим модель поставить голову ровно, посмотреть на наш кончик носика. Смотрим, и мы проводим от кончика либо через зрачок, либо через сетчатку. Через зрачок это будет, наверное, слишком галочка, но иногда именно это и хочет клиент. Я не люблю проводить апекс через зрачок, я люблю через сетчатку. Вот так вот провели. Поставили, и вот она у нас основополагающая. Теперь, когда мы наметили себе наши основные точки, мы должны замерять, все ли у нас ровно и четко. Когда мы провели все точки, определили основополагающие, мы должны их все соединить между собой. Начинаем всегда от начала, от серединочки. Оп, поставили, как бы, да, такой крестик получился. И вот такими аккуратными движениями, штришочками, да, скажем так, я провожу линию. Очень важно в конце, чтобы кончик смотрел верхнюю треть ушка. То есть если мы его слишком опустим, и он будет смотреть вот куда-то вниз уха, да, вот туда, это уже будет грустный взгляд, это уже будет неправильный эскиз, и это будет отвратительный итог по результату. Поэтому мы должны чуть-чуть выводить наш кончик туда, наверх, как бы, да, не сильно, но тем не менее варьировать. И еще проверяйте себя, чтобы кончик всегда был выше, чем начало. Если у вас начало совпадает, например, вот тут где-то будет кончик у меня, ну, то есть вот такую бровь я сделаю, да, вот сюда опущу, все, это неправильный эскиз, это нужно стирать. Теперь мы должны построить верх. Верх правильно делаем, конечно же, опять с серединки. Пусть у нас будет не просто постановка эскиза, а пусть будет чуть-чуть такой вот формат теоретической части, который вы должны знать. Прям нарисую вам треугольнички до апекса. Итак, один треугольник,
второй треугольник и третий треугольник. Самый свет, то есть у нас получается здесь свет, полутень, а этот треугольник это тень. Здесь наглядно видно, что у нас есть 3 перехода. И дальше мы это все дело соединяем. Теперь, когда мы создали вот такого формата эскиз, эта бровка у нас больше для мастеров, это больше для клиентов, чтобы видно было наглядно, как клиент может посмотреть, а здесь как мастер будет работать. Да? Берем вторую кисть. Вторая кисть у меня ровненькая. Или я иногда могу взять еще кисточку вот такого формата. Она часто для губ у меня используется, но и здесь, в принципе, тоже может пригодиться. И теперь я просто аккуратно подтираю, чтобы это было визуально красиво, потому что очень часто я делаю фото до, фото с эскизом и, конечно же, фото после. Ни в коем случае никаких круглых апексов мы не делаем, острых не делаем. Все должно быть гармонично, плавно. Мы закончили отрисовку эскиза и приступаем к работе с пигментами. Итак, подбирая пигмент для клиента, нужно учитывать, конечно же, составы кожи. А в основном это что? Это гемоглобин, каротин и меланин. Что такое гемоглобин? Это красный оттенок кожи, то есть что-то розоватое. Да? Если говорить о каротине, здесь будет желтый оттенок кожи. Меланин это коричневый оттенок. Наша модель имеет второй тип, у нее больше в организме присутствует каротина, что дает ей немножко желтоватый оттенок кожи. Отсюда следует перейти к шкале Фицпатрика, да, потому что также нужно по шкале Фицпатрика подобрать пигмент, отталкиваясь от цветотипа. Первый слишком светлый, второй тоже не подходит нашей модели, третий тоже не подходит. Это, наверное, уникальный случай, когда зачастую бывает, мы не можем четко определить цветотип кожи человека, он что-то между, да, потому что часто бывает, что от природы человек светленький, но он много загорал или там с отпуска только приехал, да, и, конечно же, он будет относиться уже к другому цветотипу, который ему не свойственен, как в моем случае, потому что моя модель только с морей, она загорелая, но глядя на ее волосы, глядя на ее глаза, мы понимаем, что она имеет отношение ко второму цветотипу, плавно переходящему в третий. У меня, например, четко третий. Отталкиваясь от всего, что я сейчас перечислила, я возьму первый и второй оттенок. Первый оттенок минеральной линейки Ханафи – это самый светлый оттенок. Он подходит блондинкам, светло-русым шатенкам с холодным цветом кожи. Второй оттенок, он подходит также блондинкам с голубыми, серыми, зелеными глазами, также и с холодным, и с теплым цветом кожи. И смешивая данные оттенки, мы получим очень красивый заживший результат, потому что наша модель, она блондинка. Третий и четвертый нам явно не подойдут. Четвертый будет слишком темным, третий номер будет немножко краснить. Нам это не нужно. Я буду работать с данными пигментами, не смешивая их между собой, а работать в формате лессировки. В художественном направлении лессировка – это смешивание послойное пигментов, красок, то есть не смешивая в одной капсе, а работая сначала одним оттенком, затем вторым оттенком, покрывая наслойно друг на друга. Но в данном случае именно с этими пигментами Ханафи мы можем позволить себе и в капсе их мешать, и послойно работать. Мы можем позволить себе невероятное, даже смешать минерал с органикой. Представляете, хотя на самом деле этого делать у других брендов нельзя. В этом и преимущество Ханафи также. Когда я работаю органикой, я первоначально прохожусь всегда с самым светлым оттенком. Почему? Потому что я должна познакомиться с кожей. Вдруг кожа, мне кажется, что она жирноватая, комбинированная, а она будет очень сильно впитывать, и тогда у меня получится большой остаток и некрасивый заживчик, потому что мелкодисперсная частица в органических составах пигментов, она, конечно же, даст о себе знать сразу после первого прохода. Но если вы сделали первый проход светлым оттенком, вероятность того, что вы уплотнились и сделали татуировку, она минимальна, потому что светлый оттенок не так сильно явен. А в минералах для того, чтобы сделать татуировку и заглубиться,
потому что частица крупнодисперсная, и она не опускается глубоко в кожу, она остается практически первый проход на поверхности, да, если вы ее не втоптали сильно, то здесь вероятности заглубиться очень мало. Если я пройду первый проход минералами с светлым оттенком, мне будет очень трудно увидеть остаток. Понимаете, потому что он очень светлый и очень трудно работать минералом. Поэтому я могу позволить себе темный сразу оттеночек. Это не самый темный, в принципе, во всей палитре, но темный из тех, которые я выбрала. У вас может появиться вопрос, зачем тогда тебе нужен первый оттенок, если ты сразу первый проход пройдешь темным и светлый ты не увидишь? Да, это логично, если бы я работала органикой и гибридом, но учитывая, что я работаю минералом, здесь, работая сверху светлым оттенком на темный, все равно я увижу эффект и результат, потому что именно первый оттенок, он у нас немножко желтит, он такой вот русый золотистый, и он придаст нам красивый оттенок легкого такого вот градиента и перехода, потому что он более теплый, чем второй оттенок, да, вот в данной палитре. Так как я люблю продукцию Hanafi, практически всю, которая есть, да, и анестезию, и пигменты, все направления, также я люблю и иголочки, работаю только на них. Мне очень нравится единичка, ЛТшка, именно в данной заточке, бренд Hanafi, как я уже сказала. Ей очень здорово получается напылять. Машинку я использую Mast Magi. Данная машинка короткоход. У нее сменный эксцентрик, она может быть и гибридом, может быть и длинноходом и короткоходом. Помимо данной машинки я еще люблю машиночку Tinu. Она является длинноходом. Я люблю совмещать данные машинки на одной зоне, работая. Например, первый проход прохожу Mast Magi короткоходом для того, чтобы минерал у меня зафиксировался, потому что остаток маленький. И дальше я буду создавать пудровое напыление лайтово, работая на длинноходе. Вставляем иголочку. Итак, как я уже сказала, я беру более темный пигмент номер 2. Набираю всегда окошечком кверху. Вот еще важная информация для вас, да, многие не понимают, для чего эта дырочка вообще нужна в картридже. Я вам объясню. Данная дырочка, если вы обратите внимание, здесь дырочка и вот здесь тоже срез. Потому что иголочка, если на макро ее посмотреть, иголочка у нас заточкой расположена вниз. И когда вы опускаете машинку и работаете вот так, окошечком вверх, вы напыляете, а если вы развернете, то вы закапываетесь в кожу. Итак, обращаем внимание на положение нашей машинки. Ни в коем случае она не должна лежать, либо ровно сильно стоять, амплитуда 90 градусов. Работаем только на мизинчике, всегда, обязательно, он у нас опорный. Рука у нас двигается, мы не двигаем всей рукой, мы двигаем только основополагающими пальчиками, а именно толкающий, выталкивающий, то есть заталкивающий, выталкивающий, фиксирующий и опорный, а этот у нас на отдыхе. Отталкиваясь от моей разметки, понятно, да, что вот эта часть должна быть самая светлая. Ну, логично, что здесь нужно проработать первым оттенком, а дальше мы идем вторым. Поэтому я начинаю от опорной точки, самая первая точка нижняя. И прям вот не боясь, начинаю делать такие вот маятникообразные туда-сюда движения. Коротенькие движения. Если бы я работала сейчас гибридом, я бы работала иначе. Здесь, конечно, нужно прям втаптывающими движениями немножко этот минеральчик имплантировать. Короткие штришочки. Туда-сюда, туда-сюда. Вперед-назад, вперед-назад. Мы обязательно должны растянуть кожу, не забываем, это очень важно. Окошечко смотрит вверх, контролируем. То есть, смотрите, я данным оттенком, вторым, совсем немножечко здесь прохожусь, потому что здесь мне нужно будет еще первым пройтись и сделать красивый золотистый оттеночек. Да, первый оттенок, он у нас именно золотистый. Второй, он более темный. Работая в верхней части, я захожу поверх эскиза, который я нарисовала, для того, чтобы здесь не было четкости и был красивый градиент. Была красивая пудра, пиксели и так далее. Видите, насколько я захожу за линию, которую нарисовала. Здесь я могу проработать немножечко сеточкой и могу позволить себе уже по всей плоскости пробежаться, чтобы посмотреть, где тут
Еще нужно добавить пигментика. Фиксирую низ брови и прохожусь еще несколько раз вот в этой части, не заходя вот сюда, потому что здесь должно быть легкое напыление. Я вижу, что у нас появляется немножко как сукровица, да, это значит, что нужно работать еще лайтовей, потому что, видимо, очень близко расположены капиллярчики, и это, конечно, усложнит нам работу. Еще лайтовее, еще лайтовее. Очень трудно будет их имплантировать, конечно, потому что минералы любят, когда с ними поплотнее работают, но когда у вас у клиента тоненькая кожа и рядышком капиллярчики все расположены, вот эти сосудики, понимаем, да, что работа предстоит непростая и гораздо подольше придется потрудиться, нежели чем если бы мы работали просто с обычной кожей. Когда я работаю в нижней плоскости брови, я работаю медленнее, машинку держу ровнее, для того, чтобы подача была больше. Штрихи у меня короче, плотнее, не такие разряженные и строго горизонтальные. Когда я работаю в верхних плоскостях, я работаю на вылет, маятником, разряженно. Машинку могу позволить себе немножко опустить. Движения делаю перекрестные. Но мы вставим еще схему с картинками, какие должны быть штрихи, чтобы вам было наглядно понятно. Всегда бровь в натяжении. Не забываем, что работать минералами не так просто, как органикой или гибридом. Здесь нужно понимать, что остаток будет минимальным после первой процедуры и вообще в целом спустя некоторое время, да, там пигмент просто выйдет из кожи и ничего не останется. С органикой, с гибридом, конечно, история другая. Есть еще такой момент, что оттенки при заживлении именно на минеральных пигментах, они немного отличаются от оттенков, которые у нас на составе именно органическом или все-таки гибридном тоже, если гибрид больше на органике. Здесь отсутствие какой-то желтизны, серости, да, здесь больше натуральные оттенки, естественные, которые сходят на нет. Ну и если что-то не понравилось клиенту, если ему не нравится форма, которую вы создали, или оттенок не нравится, и он пришел действительно к такому исходу, что он хочет удалить то, что вы ему создали, для него это не будет какой-то проблемой, удаление будет быстрым и не будет инверсии в какие-то негативные там оттенки, да, все будет легко удаляться, потому что минералы удаляются лучше, чем удаляются гибриды на органике и чистая органика. Многие мастера не очень любят работать именно с минеральными линейками, несмотря на то, что это красивый заживчик, но многие мастера любят комфорт и не хотят тратить много времени на данную процедуру, потому что все-таки минералам это дольше по времени и не такие насыщенные оттенки именно цветовой палитры. Все-таки у гибридов и у органики цветов побольше будет. Что касается губ, бровей, стрелок. Но вы знаете, я вообще не представляю, чтобы линейка какая-нибудь была там минеральная для губ. Ну, смысл. Я не люблю. Мне нравятся именно минералы и гибриды на бровях, органика, гибриды на губах. Ну и то же самое с глазками. Гибриды и органика на глазках. А бровки я предпочитаю больше все-таки минералы, ну и гибридные какие-то, да, бренды. Хотя органикой тоже работаю, просто если говорить о нашей линеечке, это минеральная линейка и органическая. Я просто органическую размешиваю с разбавителем и прекрасненько органика превращается в гибрид. Так, теперь, когда мы подходим к кончику, это неизменное правило любой работы, неважно на каком пигменте вы работаете, всегда отодвигаем кончик бровки
либо вниз, либо вверх. Я люблю вверх. И обратите внимание, как я здесь работаю. Помните, вначале я работала солнышком, то же самое и здесь. Я работаю на вылет. На вылет и создаю вот такие вот лучики. За счет этого создается легкое пудровое напыление именно верхней части. А что касается нижней, нижнюю я также прохожусь горизонтально до самого конца, делаю штрихи короткий, длинный, где у меня короткий это заполнение, длинный это напыление. И теперь, когда я дошла до самого кончика, казалось бы, можно пойти вот так и зафиксировать, но нет, я этого делать не буду. Здесь у нас прослойка жировая очень минимизирована, ее практически нет. Здесь надо работать очень аккуратненько и ни в коем случае нельзя заглубиться. Неважно, минералы это или гибрид, или органика. Тут вероятность сделать татуировку возможно на любом пигменте. Поэтому аккуратненько отодвинули. Можно даже вот так пальчиками растянуть. И поехали напылять. Такие мелкие-мелкие карапулечки движения у меня. Чтобы даже барашиками можно делать, да, вот в таком формате. Чтобы напылить вот в этой части аккуратно. Только вертикальные движения, никакой горизонтали в верхней части. И вы помните, я делала разметку, да, на этой части можно посмотреть. Здесь я лайтово прошла, здесь 20%, здесь 30%, а здесь все 50% пигмента в общей сумме 100 нам даст. Минерал имеет свою особенность. Если органика так быстро не засыхает на бровях, минерал засыхает быстрее. И если вы уже здесь прошли, обратно вернуться возможности нет. Я беру анестезию Ханафи, вторичную, первичную я не использую совершенно вообще, я ей не работаю. А значит, мы берем, капаем анестезийку на начало и на конец. 2 капельки вполне достаточно. И вот такими втирающими движениями мы наносим анестезию, не стирая пигмент. Это очень важно, потому что пигментик, который у нас уже есть на коже, он сейчас может войти, и остаток будет больше именно в те дырочки, которые мы создали иголочкой, травмировали кожу, и остаточек будет уже больше. Как правило, я анестезию вообще использую только один раз. Когда прохожу первый проход, я охлаждаю охлаждающим гелем, да, все-таки не анестезия, охлаждающий гель, и под пленочку. Оставляем здесь пигментик и охлаждающий гель на несколько минут, пока не закончим вторую бровь. И все то же самое делаем на второй бровке. Я не пересаживаюсь на другую сторону, некоторые мастера так делают, я всегда сижу с одной стороны и работаю с этой стороны, а вы делаете так, как вам удобно. Начинаю я эту бровку не от кончика, а все-таки от начала, именно от головки. Мне так всегда удобнее, хотя на самом деле не имеет сильно значения, откуда вы начинаете. Это важно только для вас, чтобы вам было комфортно и удобно. Обратите внимание, как я прохожу данную бровь. Я прохожу ее по тому размеченному плану, который я создала. Но не забываем, что кожа у нас тоненькая и агрессивно работать здесь нельзя. Затем второй слой прохожу. Медленно, аккуратно переворачиваю машинку в вертикаль. Иду вниз, опять возвращаюсь в горизонталь. Штрихи у меня не короткие, они достаточно длинноватенькие, да. Когда речь идет о головке, здесь переворачиваюсь на мизинчике и напыляю, еле-еле касаясь кожи, напыляю вот в этой части. Растянули кожу и вот прям повторяем по несколько раз. Только, пожалуйста, данным форматом не работаем с гибридами и с органикой, иначе у вас будет очень плотный прокрас, который потом заживет, и однозначно результат вас не обрадует. Мы прошли вторую бровь, так же как и первую. Нанесли охлаждающий гель Ханафи. Обратите внимание, насколько красивые оттенки у минералов. То есть
Я стираю, и вы видите, никакой желтизны, красноты, зеленцы, да, как у гибридов и у органики. Здесь максимально сразу красивый естественный цвет. Так, теперь я меняю машинку. Скорость сделала 5. На той машинке я работала на 4,5. Здесь у нас уже идет момент напыления. То есть первый проход у нас был для того, чтобы создать фиксацию эскиза. У нас там и пигмент был темнее, и машинка была короткоходом, да, которая оставляет больше остаток, и пигмент темный ярче проявляется. Сейчас мы делаем ювелирную работу. Мы берем более светлый оттенок в этот проход для того, чтобы он нам создал красивый золотистый оттеночек, да, учитывая, что второй оттенок, он немножко похолоднее, не такой тепленький, не такой золотистый. Этим мы пройдемся для того, чтобы создать красивую такую вот дымку. И когда переходим на верхнюю часть, работая с апексом, здесь очень важно, чтобы у нас вошло действие солнышка. Да? Помните, я говорила про апекс и про начало, про головку, что мы работаем солнышком. Вот в таком формате идем к кончику и вытаскиваем его на нет. Затем прорабатываем нижнюю часть, четкий низ и рассыпчатый воздушный верх. Здесь штришочки будут более насыщенными, потому что самая темная часть в брови это не апекс, не кончик, а именно вот эта часть. Она будет самая-самая темная, что создаст нам натуральный эффект, потому что натуральные свои бровки, у них не кончик самый темный. Я вижу, что нужно сейчас проработать нижнюю часть, серединку, ну и, конечно, кончик. Начало я не трогаю. Если вы спросите, сколько раз нужно проходить, я вам не дам четкого ответа, потому что нет понимания, сколько раз нужно пройти. С каким-то клиентом, учитывая особенности организма, вы пройдете там 3 раза, с каким-то 10 раз. То есть здесь все индивидуально. Что я делаю? Я сейчас от нижней части, окошко у меня всегда кверху, как я уже говорила, сейчас от нижней части я просто буду затемнять. Начало я всегда вообще в самом конце работаю. Бровь я не захожу за верхнюю часть, да, я только в нижней сейчас хочу проработать, чтобы затемнить. Когда работаете, пожалуйста, отодвигайте обязательно волоски. Очень часто, когда в судействе присутствую в судейской коллегии, замечаю такую ошибку. Присутствуют недокрасы, проплешины, потому что они отодвигают, а просто идут по волоскам и, соответственно, не прокрашивают внутри. А это очень важно. Теперь, чуть-чуть пересаживаясь, прокрашиваю верхнюю часть. Теперь смотрите, пожалуйста, я создаю пудру напыления. Как я ее создаю? Я захожу за границу эскиза, который я наносила ранее, и работаю вот в таком формате. Это у меня даже не на вылет, а скорее больше на себя. Либо я могу пересесть чуть-чуть за голову и создать вот такое вот напыление, вот такие штришочки еще. Штрихов очень много, направлений очень много. И вы должны все их в связке использовать. Так, здесь можно посмотреть, у нас уже достаточно плотный остаток. А здесь у нас бровь еще совсем светленькая, но тем не менее видно, что здесь больше пигмента, а здесь его практически нет. Мы прошли уже несколько раз и первым, и вторым оттенком. Сейчас я беру второй и затемняю там, где это необходимо. Итак, мы закончили. У нас было достаточно много проходов, потому что для того, чтобы создать затемнение именно минеральными составами, нужно работать так же, как гибридами органикой, не глубоко, а достаточно плотно и обильно, то есть больше слоев проходить и затемнять больше, нежели чем органикой или гибридом. Здесь у нас достаточно плотный остаток после первой процедуры. Мы подождем, чтобы он
зажил и пригласим нашу модель на повторный сеанс и покажем вам, какой остаток должен быть после первой процедуры работы с минералами и после коррекции. Я буду очень рада видеть ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и я очень надеюсь, что мои секреты оказались нужными для вас. Я вам советую работать на минеральных пигментах Hanafi Colors Pigments.